дорогие коллеги, мы сейчас начинаем следующую, вручаем сейчас торжественный микрофон, забираем. Ассоциация. Это первые экземпляры для докладчиков, чтобы они несли на своей медицинской, спортивной, любой форме знак качества физической терапии. Спасибо вам. А я, в свою очередь, хочу Сергея Михайловича поздравить не только с днем рождения, но и с рождением еще одного ребенка. Спасибо. Я передаю... Так, передаю микрофон у нас следующему модератору, Кучеровой Надежде Олеговне. И у нас начинается с вами секция движения. Так, отлично. У нас начинается секция движения. Сейчас мы разберемся с подключением международного спикера. Thomas, hi, can you hear me? Can you please turn on your sound? У нас есть участник Томас Хорre, и ему надо включить звук, и ему надо дать возможность расширить экран. Thomas, I'm very sorry for this little delay. Вы видите Томаса, да? Thomas, if you can hear me, our technical moderator asked made the request to unmute you. Can you hear that somehow? Okay. Unmute, okay. Okay. Oh, we can hear you. Fantastic. Hi. How are you? Nice, fine. Good. I'm teaching in Warsaw, so the question is, can you see me now? Yes, we can see you all right. Okay, so now I try to bring the presentation. Do you see my presentation now? Photo left me and then... Not yet. Not yet. We see your name and no presentation yet. Okay, well, give me one second. Share content, screen. Yes. Yes, Zoom, start broadcast, microphone off, no. Every screen, including notification, will be recorded. Enable. On the bottom of the screen, there is share the screen, the green light. Yes, this is share screen. I have share content, and then I go for screen. I guess so. Yes, and then it's Zoom. Yeah, so everything on your screen, but. In the meanwhile, I will introduce you if you don't mind, okay? Yes, of course. У нас на связи Томас Гордон. Гордон. У него есть авторский псевдоним, его настоящая фамилия Хорre. Он является старшим международным преподавателем методики Мейтланд и любезно согласился рассказать нам некоторые аспекты об этой методике. Если коротко говорить о, скажем так, есть такой своеобразный черный пояс физической терапии в ортопедии в западных странах, вот в тех странах, в которых очень развита та система и та структура, как мы надеемся, со временем нам удастся приблизиться здесь, в России. Есть такой своеобразный черный пояс методик физической терапии, так называемый 3М, Мейтланд, Маллиган, Маккензи. Про Маккензи я буду рассказывать чуть-чуть позже, и Томас сейчас нам расскажет некоторые аспекты по методике Мейтланд. Okay, Thomas, I did introduce you. Yes. Do we have any luck with your presentation? I share my screen, but you can't see it. But anyway, let's start. I will just talk and it will be okay, because I can do it everything like this. Is it okay? Okay. Then, if you don't mind, can we see your face then? Yes, of course. But so far, we see your name on the black screen. Okay, there you are. Так, у нас сложности с расширением презентации, но Томас прекрасный спикер, и я постараюсь его хорошо перевести. Так что будем по старинке. Okay, so then I do it when you see my face. I see not my presentation, but I try to speak a little bit about it. Okay, so the topic is the role of passive mobilizations in an evidence-based approach of neuromuscular therapy. Томас будет рассказывать сейчас о роли пассивных мобилизаций при нарушениях в опорно-двигательном аппарате, связанных с двигательными нарушениями, возможно, невральной проводимостью. Yes, and nowadays there's a huge atmosphere in the physio world, especially in the social media channels, that only active, and passive has no evidence. And I would like to show some other opinions about this topic.
И сейчас в индустрии очень много говорится о том, что терапия должна быть исключительно активной, только активной и только активной. Тем не менее, есть вопросы на тему того, насколько пассивные мобилизации могут также быть эффективными. И сейчас Томас об этом расскажет. Yeah. So, for example, when you have a robot needs motors to have balance, but the motors can't work without information from the sensors. And of course, there must be a huge processor to say motor work or motor don't work. So it's a complex system to make this robot in balance. Допустим, возьмем роботов, которые передвигаются, и важно, чтобы эти девайсы не падали, необходимо, чтобы определенным образом сохранялся баланс. Таким образом, необходимо как бы внутреннее железо и софт для этого баланса. So in the 19th century already, the French medical doctor Chassignac described the Chassignac paresis. И еще в 19 веке врач Шассиньяк описал определенные явления. And he has seen that a radius luxation in the elbow joint И он описывал поведение локтевого сустава и радиуса. leads to paresis. And this paresis is not done because the nerve is ruptured, because after reposition of the radius, the muscle function was completely okay immediately. И он описал парез, связанный с положением сустава, который вызывал отключение нижележащей части конечности. И если репозиционировать сустав правильным образом, парез мгновенно исчезал. So when there is a different information, sensory information from the joints, from the capsules, from the ligaments, from the tendons to the central nervous system, there will be, of course, a different motoric output. То есть есть ряд центров информации в суставах, в связках, в сухожилиях, в нервной системе, которые каким-либо образом взаимодействуя друг с другом, будут давать разные результаты. So we all know the typical signs Trendelenburg or Duchenne. И, again, can you spell it out, please? We know all these Trendelenburg or Duchenne sign. It's when people are walking and it looks like that they have weak gluteus medius and weak gluteus minimus muscle. И мы все знаем признаки Дюшена, когда, допустим, человек идет, и мы видим признаки слабости ягодичной группы. Yeah. And of course, it could be that the muscles are weak, and it could be if the innervating nerve has a conduction problem. И, конечно, может действительно речь идти о том, что мышцы слабые и есть вопросы проводимости у нервов. But the most common reason is that there's a joint dysfunction in the hip joint, and there's an altered afferent input, which leads to less innervation, less contraction of these muscles. Но чаще всего, согласно тому, что говорит Томас, проблема заключается в неправильном позиционировании набедренного сустава, что снижает проводимость нервной ткани. Yeah. So when you stand on two legs, let's say you have 30 kilograms in each hip joint. Допустим, человек стоит на двух ногах, и на каждый набедренный сустав приходится по 30 килограмм. When you stand on one leg and contract the gluteus medius and minimus on the stance leg, then you have not 60 kilogram on the hip joint, but due to the long lever, you have 300 kilogram load. 300, you said, right? Yes, around about 300. Если человек переносит вес на одну ногу и включаются массированно средние и малые ягодичные группы, то сустав со стороны веса будет нести не 60 килограмм, а рычаг будет составлять порядка 300 килограмм. So if there's a joint dysfunction, then the CNS, central nervous system, is clever and say, no, I won't contract these muscles because then I have 300 kilogram load. It would harm my joint. So there's inhibition and you can't voluntarily contract these muscles in this moment. И таким образом, если есть какие-то проблемы с нарушением суставов, то нервная ткань не будет подключать работу мышц, потому что есть нарушение в суставе, и если включить мышечную работу, это значимо перегрузится и приведет к еще большему нарушению в системе. So the strategy is to restore the joint function, to normalize the afferent input and train the muscles together. And this is the strategy. If you just focus on the muscles, it won't be successful because the muscle is not the problem, the innervation is the problem, but not because the nerve is ruptured,
but the CNS decides no contraction of these muscles in the moment. И стратегия работы в данном случае будет такова. Необходимо восстанавливать нормальную механику сустава для того, чтобы нервная ткань нормально проводила и включала мышцы. Если в такой ситуации, когда мы видим якобы слабость мышцы, мы будем работать только восстанавливать силу мышцы или работать с проводимостью нервной ткани, это неправильная стратегия работы. Необходимо налаживать механику сустава для того, чтобы вся система работала гармонично. So this phenomenon is called arthrogenic muscular inhibition. И этот феномен называется артрогенная мускульная ингибиция. There are endless studies in the literature for all peripheral joints and for all parts of the spine that it works in this way, that there's an altered sensory afferent information, the motoric output, the motoric pattern, the muscular action is completely different than in normal situations. И существует бесконечное количество исследований, которые говорят про артрогенно-мускульную ингибицию, про то, каким образом необходимо правильно диагностировать истинную причину и налаживать, восстанавливать нормальную двигательную функцию. Due to the fact that this is a reflex habit, we can't change it with willpower, with voluntary contraction. It's just not possible. В связи с тем, что это привычка либо рефлекс, мы не можем это поменять только вниманием и контролем, это невозможно. And it appears not only with nociception, but even with the change mechanoreception. There are studies even from the last century that in the shoulder, for example, and different mechano input leads to less activation of the deltoid muscle, for example. So it means also that normalize the shoulder joint function leads to muscular action. И есть проблема с плечевым суставом For example, the need, there are studies which have shown that 10 milliliters have such a big and fast effect. И таким образом мы можем теперь понимать, почему применяются What I'd like to say я методиками физической терапии